Приветствую всех любителей бокса. Дорогие друзья, решил записать несколько видео, чтобы поделиться, как мне кажется, гениальным соображением по поводу того, как бить сильно и как тренировать сильный нокаутирующий удар. Я 12 лет занимался боксом, затем тренировал и тренировался в свободное время. Затем у меня был небольшой перерыв, пока мой сын не начал заниматься боксом, и мне снова пришлось вспоминать нюансы того, как бить и как учить бить. И тут мне открылись вещи простые и логичные. И я увидел, что принципы, на которые я обратил внимание, применяют лучшие боксеры мира, которые приводят к лучшим нокаутам. Но на что я также обратил внимание, что никто просто и внятно не объясняет этих принципов, которые являются основными для утяжеления и усиления удара. Можно подумать, что эти принципы скрывают. Но я склоняюсь к мнению, что их просто не замечают. Так как всех нас учат классическим вещам, его просто не видят. А может и считают не совсем правильным. А если его не видят, то его не смогут ни научить, ни тренировать, ни применять. Это видео, скорее всего, для профессионалов или тех, кому не надо объяснять азы. Сразу хочу оговориться, что думаю, неправильных ударов не бывает. Если вы попадаете, роняете соперника, значит удар правильный. А в этом видео я буду объяснять принципы, увеличивающие силу удара. В этом видео я хочу показать этот принцип на примере нашего джеба, на примере левого прямого. Как мы бьем левый прямой? Мы ее бьем на шаге или мы ее бьем на челноке. В первом случае, когда мы это делаем на шаге, этот удар ограничен по силе и по дистанции нашей задней ногой, которая не дает нам отпустить до конца тела и продвинуться вперед, именно потому что мы ее держим. В случае с челноком эта сила удара увеличивается, но также по дистанции этот джеб он ограничен той дистанции, на которой мы сделали прыжок, ну и может быть немножко можем удлинить его, таким немножко наклониться. Вот в первом случае мы бьем вот так, во втором случае мы бьем вот так. Дистанция ограничена. В этом случае прыжком, в этом случае шагом. И здесь нога не дает развиться силе, а здесь удар уже вкладывается все тело, но дистанция ограничивается. И еще один маленький момент. Это все равно, что траектория снаряда, которая, вы знаете, она вот такая. И в первой своей половине она, пока вся стопроцентная сила развивается, она идет по восходящей. Потом, когда сила ослабевает, он уже в конце начинает падать. Так вот, и удар на шаге получается, и удар на челноке. Получается, мы бьем в конце этой траектории, в конце развития этой силы. Мы вкладываем какую-то силу, и потом мы производим удар уже в конце траектории, когда уже мы потеряли значительное количество силы. И вдобавок к этому, шагом или челноком мы отдаем часть нашей силы в пол. Если это делаем шагом, мы это делаем вот так. Если мы берем руку, вот мы часть силы отдаем туда, часть силы отдаем в пол. Та сила, которая могла пойти сопернику. Или если это случай на челноке, мы тоже часть силы отдаем в пол. Вот эту часть силы, которую мы тут отдаем, она дается в пол, и мы теряем эту силу из нашего удара. Я предлагаю это делать следующим образом. И если вы обратите внимание, в профессиональном боксе очень много боксеров, которые именно так и делают. Это следующее. Мы переносим весь вес нашего тела на переднюю ногу, или с шага, или с челнока, но заднюю ногу мы оставляем как бы немножко в воздухе, или так слегка тянем по полу, не опираясь на нее, чтобы у нас получилось следующее, чтобы мы всю траекторию удара, она прошла на передней ноге. Это будет выйти где-то вот так. Вот. Я буду показывать шага, чтобы... И то же самое это можно делать с челнока. Делаем шаг и вот
идет удар. Что это нам дает? Это нам дает, в первую очередь, менее ограниченные способности в отношении дистанции, потому что мы можем развить дистанцию. Вот мы шагнули, и вот по этому шагу, по этой ноге, как по рельсе, мы вот летим, сколько нам надо. Мы здесь близко стоим, вот мы дотянулись, мы чуть дальше отошли, вот мы по ней плывем, еще дальше отошли, опять мы пойдем, и нас не сдержит ничто. Нас ничто не держит. В этой дистанции мы можем это сделать таким образом. Вот видите, здесь мы немножко не долетели и остались просто в такой позе и долетели. Стояли, и вот здесь у нас есть более такая способность, чтобы долететь до соперника. Более мы свободны в выборе дистанции. Не обязательно прям точно подбирать дистанцию. Можно с более дальшего расстояния. Это может отсюда быть. Если не дотянется, в крайнем случае даже можно там где-то вот так прыгнуть, долететь. Главное, что долететь до соперника. Так, следующее. Это также нас не останавливает в силе нашей. Потому что, когда мы это делаем на челноке или на шаге, у нас часть силы уходит сюда. Здесь же мы всю силу через переднюю ногу отправляем туда, и она становится только в конечной точке. И как раз на, как сказать, на самом пике траектории этого полета, этого снаряда, то же самое, вот прыгнули, вот, идет сюда, вот сюда. Я показываю немножко утрированно, даже опять же, чтобы было понятно, но не обязательно заваливаться, не обязательно проваливаться. Это вполне может выглядеть вот так. Вот видите, здесь никто никуда не заваливается, и вот так удар идет. Это я сейчас возьму перчатку и попробую изобразить. Вот мы прыгали, столкнулись, и вот мы на ножке. Раз, вот ножка не держится, или она здесь держится. На всякий случай, если вдруг нам нужно сделать еще один удар, прыгнули, или отойти, вот, двигаемся. Эта ножка нас не держит. Ни силу нашу не сдержит, ни нашу дистанцию не сдержит. Мы зарядили, прыгнули и на этой ноге понесли. Силу перенесли и дистанцию. Силу и дистанцию. Единственное, здесь есть небольшой недостаток. Это то, что этот удар, в отличие от челнока и в отличие от шага, нам не дает возможность быстро уйти или легко уйти. Потому что здесь мы можем спокойно уйти, в челноке тоже мы можем спокойно уйти. Здесь же вся сила вместилась на этой ноге. И как бы потом, чтобы немножко собраться, чтобы как-то дойти, уже будет это немножко проблематично. Но так как это удар сильный, удар как бы нокаутирующий, смысл его в том, чтобы вложить всю дурь в этот удар и чтобы срубить соперника, я думаю, можно заменить этот недостаток, я не знаю, каким-то другим способом защиты. Или, я не знаю, немножко завалиться на соперника, или где-то закрыться, или просто уклониться. Это уже как способов может быть много. Также можно комбинировать эти джебы. Допустим, джеб на шаге и мой джеб. Мы первым джебом показываем противнику, что не достаем, а вторым моим джебом уже достаем, потому что он длиннее. Показали, что не достали, и достали. Противник видит, что мы не достаем, понимает, и не вызывает у него никаких сомнений. И мы отошли, вернулись, и вторым ударом уже достигаем цели. То же самое с челноком. На челноке мы прыгнули, противник спокоен, видит, что мы не достаем, а мы делаем более длинный джеб и достигаем цели. То же самое. Или просто несколько джебов, которые я только показывал, моих, так скажем, которые, вот, если один за одним, раз, два, три, четыре, ну мы их все знаем, все их делаем, это в принципе, он, получается, этот джеб можно сделать на челноке, вот так на прыжке, но получается, этот джеб шагами, он физически легче исполнимый. Он не отнимает столько сил, сколько отнимает такие три джеба или
такие 3 джеба. Это как бы в исполнении получается менее энергоемкий, менее сложный, не отнимает столько физических сил. Еще один фактор, который усиливает силу нашего джеба, нашего удара. В принципе, любого удара, но в нашем сегодняшнем случае это сила джеба. Давайте вспомним, как начинается движение. С какого движения начинается джеб? Он начинается не с шага, он начинается с того момента, когда мы опираемся на заднюю ногу, чтобы сделать этот шаг. Это выглядит таким образом. Опираемся и делаем шаг. Получается, чтобы начать джеб, мы можем зарядить нашу пружинку, наш механизм сухожилия, чтобы этот шаг, этот момент, когда мы опираемся на ногу, он был более сильный, более взрывной. Каким образом это можно сделать? Если мы это делаем через челнока, то мы, когда идем назад, в этот момент, когда мы идем назад, мы заряжаем эту пружинку нашу немножко побольше и получается выстрел. Вот мы прыгаем здесь, когда идем назад, мы немножко толкнулись, немножко вниз себя прижали весом своего тела и летим вперед. Вот мы на челноке и отсюда пошел удар. Вот мы на челноке и отсюда пошел удар. Оп, пошел удар. Вот просто оп, мы пружинку зарядили. Зарядили, и она пошла. Это если мы делаем с 2 ног. Если мы толкаемся 2 ногами. То же самое можно сделать и одной ногой. Мы толкаемся, делаем эту же пружинку, но уже с одной ноги. Тоже на челноке, двигаемся, что-то делаем. И просто можем вот так раз на эту ногу упасть. И просто вот это падение уже нам дает вот такую прыжку. Вот, раз, и пошла. Просто мы на нее упали. Просто прыгали, соперник, ничего не подозревая, мы падаем, и нам это дает очень хороший взрыв. Взрывной момент, очень хороший взрывной момент, неожиданный, ни с того ни с сего, хоп, просто нам пружинка помогла сделать такой, хоп. Просто что, мы просто падаем сюда, раз, пад, 2 раза упали, и все, и получился хороший сильный удар, упали. И не применяя сил, не уставая, мы двигаемся, упали. Или с 2 ног, или с одной ноги. Раз, туда. Это наша пружинка. Еще один элемент, который нам поможет усилить силу удара и ускорить исполнение нашего джеба. Это такой скрытый замах. Вот где-то видео гуляет в интернете, где Мэйвезер с большой скоростью там делает такой, наносит он джеб почти с места. Но он делает это не совсем с места. Просто нужно обратить внимание на что. Во-первых, там поднимается нога, и под весом своего тела опора убирается, и мы падаем. Вот что происходит. Убирается нога, уже импульс пошел. Просто ногу убрали, уже движение пошло. Это первая часть замаха. Вторая часть замаха происходит вот что. Когда нога поднимается, тело подается вперед, там что происходит? Вместо того, чтобы замахнуться рукой, вот так мы разворачиваем тело. Идет замах телом, но этого замаха не видно, потому что руки, голова, ничего не двигается, а идет замах, скручивание тела, идет такое движение, и отсюда уже получается очень сильное, очень энергетичное, очень быстрое движение. Вот что-то наподобие такого. Вот такое движение. Вот такое. Падаем вот сбоку теперь. Происходит падение, потому что нога поднимается, и как бы ею тоже такой немножко ускоритель, такое движение и скручивание тела само собой. И получается это выглядит вот так. И довольно энергичный, довольно сильный, с короткого расстояния движение. Если еще получится
не стать на ногу, а прежде чем встать на ногу, опереться на противника. Если удар сначала придется по сопернику до того, как нога станет на пол, то это вообще вся масса тела облокотится, опрется на соперника. И будет так. Сначала удар, потом встать на ногу. Так вот, раз, два. Раз, два. Таким образом. Так, раз. Или это может выглядеть тоже по-другому. Не на этой ноге стоим, бьем вот так, а делаем тот же замах этой же ногой, такой же механизм, но уже становится на эту ногу. Вот таким образом. Если мы чуть подальше стоим, если мы близко стоим, мы можем сделать вот так. Если мы чуть подальше стоим, можем сделать уже вот так. Здесь тоже замах. И вот так можем сделать. Или вот так на этой ноге. Или вот так на этой ноге. Еще можно один момент сделать, чтобы совсем усилить удар. Это уже возможно, когда силы совсем нас покинули, когда уже ни руки, ни ноги не работают. Мы можем сделать такой, вместо того, чтобы прыгать на ногу, становиться на ногу. На эту ногу мы можем ее просто, эту ногу немножко убрать назад и толкнуться уже двумя ногами. Но это возможно, когда уже совсем мы обессилели, когда сил нет. Стоим мы уже, нам последний сил собираемся. И отсюда уже мы почти двумя ногами толкаемся, чтобы уже хоть как-то его сбить. Так что вот здесь получается, мы скручиваем тело, поднимаем ногу, и вот такое движение получается. Раз, движение такое. Его не видно, потому что мы руки здесь держим. Для противника, для соперника мы как будто не двигаемся, и в таком ракурсе глаз не воспринимает это движение. Когда мы видим движение такое латеральное, мы немножко можем измерять. А когда мы видим вот так, мы практически не замечаем ни сближения, ни отдаления. Это такой эффект у зрения есть. И поэтому здесь, когда этот момент идет, он, можно сказать, очень даже незаметный бывает. Раз, и такой. Это следующий момент. Еще хотелось бы сказать пару слов про постановку кулака и про структуру самого тела во время удара или в момент контакта, в момент завершения удара. Потому что есть многие видео, многие тренера советуют, там, я не знаю, какую-то вот там так структурку сделать из тела, чтобы вот такая была твердая она. Ну это понятно, если мы встречаем человека и нам нужно упереться во что-то, чтобы нас не столкнули тут, нам структура нужна. Понятно. А если мы тело кидаем, если мы бьем телом, вот телом бьем мы, нам зачем структура здесь? Нам нужно кинуть его хорошенько туда, запустить туда его. Вот, и оно должно полететь. Вот взяли и бросили все это тело. Вот так как мы бьем через руку это все. Единственная структура, которая нам нужна, это которая соединяет наше тело с кулаком. Вот это будет вот здесь. Вот эта вот структура нам нужна. Вот все, вот это все тело мы должны запустить каким хочешь образом. И вот она должна войти в контакт вот с человеком через вот эту структуру. Единственное, где оно должно быть что-то крепкое, это вот эта структура, вот кулак здесь, там, и то немножко здесь локоть ровный не должен быть, потому что мы можем повредить, если будет ровный. Мы, как вот всегда бьем по мешку, как на тренировках мы это делаем по мешку, всегда у нас немножко здесь чуть-чуть не до конца отключенное. Вот этого достаточно, этого хватает, чтобы передать всю силу от этого. И кулак тоже. Многие показывают, там должны быть сильные предплечья, так отжиматься, как хочешь отжиматься, чтобы эта часть была сильная. Хотя на самом деле, вот если здесь ровно, вот с открытой рукой бьешь, вот, и она нормально, ничего, нет необходимости там зажимать что-то. Ну, просто зажмите кулачок. И, как обычно, мы держим, не напрягая, никаких там усилий в конце. Просто ровный кулак, зажатый, совсем не болтается. Просто и он будет вот нормально, вот открытый даже рукой вот я держу. И это достаточно, она мне не дает согнуться. А так, чтобы пальцы не повредить, чтобы как можно было в это меньше. Вот здесь просто вот так
кулачок, просто зажали, держим закрытый. И все. И мне кажется, больше никаких там, особых там, тренировок для этого не нужно. Потому что сколько раз по мешку бьем мы, они хочешь не хочешь тренируются. Поэтому чего-то особенного такого, как там, я не знаю, прям как будто кунг-фу, да, где-то в какой-то момент что-то закрывать, просто держать закрытый кулак и вот здесь этого достаточно. Вот если здесь вот так вот толкается и держится, и этого, мне кажется, вот достаточно. Все. Что еще надо? Больше ничего, все, вот этого будет достаточно. Подводя итог нашего джеба, что у нас получилось? У нас получился в итоге взрывной, длинный и мощный джеб. Вот такой джеб, которым можно нокаутировать. Дорогие друзья, на этом все. Буду рад, если кому-то пригодится то, что я сегодня показал. Всего хорошего, до новых встреч.